По воскресеньям у нас новый формат – сводка событий на фронте от Руслана Левиева. Руслан и его Conflict Intelligence Team, на мой взгляд, наиболее объективно освещают ситуацию на фронте. Происходящее там влияет на всю жизнь в нашем регионе сейчас, но очень много мифов и слухов. Каждая из сторон выдает выгодную себе информацию, и в этом всем легко запутаться. Поэтому я пригласил Руслана на свой канал делать краткую выжимку, чтобы можно было лучше разобраться в происходящем. Передаю слово ему. Эта неделя отметилась ожесточенными сражениями на Донецком фронте. На прошлой неделе я упоминал твит украинского солдата, который сообщал о перемещениях российской техники по направлению Стаханов, Первомайск, Попасная. Буквально через несколько дней после его твита, в прошлое воскресенье, произошла атака российских сил с массированным применением бронетехники по направлению от села Тоненькое к селу Уманское. Оба населенных пункта находятся к западу от оккупированной Авдеевки. Многие писали, что это была одна из самых масштабных атак за последние 2 года полномасштабного вторжения. Колонна насчитывала в себе 36 танков и 12 боевых машин пехоты. Такого рода атаки нечасто можно встретить в последний год, потому что технологии изменили все. В войне образца 2024 года воздушное пространство противников насыщено огромным количеством беспилотных летательных аппаратов, которые мониторят местность на много километров вокруг. Еще в прошлом году обе стороны конфликта жаловались, что это привело к тому, что теперь практически невозможно сконцентрировать колонну бронетехники в районе сражений перед началом атаки. Потому что ее тут же замечают беспилотники, а за ними тут же прилетают артиллерийские снаряды. Тем не менее, российские вооруженные силы снова решили попробовать тактику атаки колоннами бронетехники. Результаты не заставили себя ждать. По наступающим войскам полетел весь арсенал оружия, имеющийся в тот момент в распоряжении украинских подразделений. FPV-дроны, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы. Картинка была впечатляющей. Атака была отбита. По предварительным подсчетам, российские военные потеряли в сражении 12 танков и 8 боевых машин пехоты. Похожая атака произошла несколькими днями позже, в среду, по направлению на город Часов-Яр. Это тоже Донецкий участок фронта, но чуть севернее. Большинству зрителей этот район знаком по городу Бахмут, к западу от которого как раз и располагается Часов-Яр. Оборонявший рубеж 67-я механизированная бригада армии Украины пишет, что в российской атаке участвовали 32 единицы боевой техники. При этом, по итогам атаки, Россия потеряла 19 единиц техники. С российской стороны были задействованы подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии. И хотя сами российские десантники пишут, что им не удалось закрепиться в Часовом Яру, сложно назвать эту попытку полным провалом. Во-первых, впервые российским силам удалось дойти до первых жилых строений. Во-вторых, в отличие от наступления под Тоненьким, здесь мы видим, как колонна практически без происшествий дошла до непосредственной линии сражений. В-третьих, и это особенно интересно, с воздуха наступающие силы поддерживали сразу 4 российских штурмовика Су-25. Они кружили опасно близко к линии фронта, на том расстоянии, на котором их можно сбить даже из переносного зенитного ракетного комплекса типа «Стингер». Это довольно тревожный сигнал. Мы часто слышим, как Украине не хватает комплексов противовоздушной обороны. Но здесь выходит, что есть дефицит даже более простых систем, таких как ПЗРК. Вы часто слышите об ударах украинских дронов по различным объектам на территории России. Но то, что произошло во вторник, это случай особый. Впервые был поражен объект на расстоянии почти в 1200 километров от границы. 2 беспилотника долетели до Татарстана и врезались в здание общежития предприятия, которое производит российские копии иранских беспилотников «Шахед». Практически каждый день эти «Шахеды», или как их называет Россия, «Герани», атакуют украинские города, сея смерть и разрушение. Предприятие, которое производит такое оружие, безусловно, является легитимной целью для ударов. Однако международные конвенции запрещают специально выбирать целью таких атак именно персонал предприятия. А судя по тому, что 2 беспилотника врезались по одному и тому же зданию общежития, целью были именно сотрудники предприятия. К работе по производству шахедов привлекаются учащиеся образовательного центра Алабуга Политех.
Про него было немало расследований как от российских, так и зарубежных СМИ. Центр с большой помпой открывали в 2021 году. Презентовали его как кузницу высококлассных инженеров, которые будут рождать новых Илонов Масков. Это тот самый центр, который заказал рекламу со словами «Пора возвращаться домой» на главной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер. Они пытаются завлекать к себе студентов, в том числе несовершеннолетних, обещаниями головокружительных карьерных перспектив. Именно эти студенты и стали целью воздушной атаки. По последним данным известно о 14 пострадавших, из которых 2 являются несовершеннолетними. Раз уж мы затронули тему Елабуги, то давайте посмотрим, как применяется то оружие, которое собирают эти студенты. Ночь четверга. В Харькове раздаются взрывы, прилетевших по нему шахедов. Позднее под завалами найдут тело погибших женщин. Но прежде к месту ударов спешат спасатели. Они торопятся поскорее приступить к разборам завалов, чтобы спасти людей. Им помогают полицейские, сотрудники скорой помощи. Внезапно в небе раздается гул летящего беспилотника. Звук, в котором любой харьковчанин безошибочно опознает, возможно, собранный в той самой Елабуге, шахед. Он бьет прямо по машине спасателей. В результате 3 спасателей погибают. Еще 12 человек получают ранения, в том числе сотрудник полиции, медсестра и слесарь газовой службы, который выполнял ремонтные работы после первого обстрела. Этот удар попал на кадры очевидца. К сожалению, такая ситуация с двойным ударом по спасательным службам, не является уникальной. Последний месяц мы все чаще и чаще видим подобные инциденты. И почти каждый раз при этом в качестве средства поражения используются российские копии иранских шахедов, которые собираются в Елабуге. Интересно развивается ситуация с артиллерийскими снарядами для Украины. Буквально неделю назад президент Чехии Петр Павел заявил, что прошли переговоры о покупке 1 миллиона снарядов для Украины. И они закончились успешно. Согласно обещаниям, первые партии будут прибывать уже в апреле. А закупаться они будут вне блока Евросоюза. Мы внимательно следим за этими заявлениями, публикациями. И по идее, если сложить все заявления, то вроде бы как выходит, что вопрос с нехваткой снарядов для Украины теперь закрыт. Но уж чему точно мы все научились за эти 2 года, так это тому, что нельзя верить обещаниям. Верь делу. Посмотрим, насколько заявления будут соответствовать тому, что мы увидим на практике. Интересно наблюдать и за тем, как меняется подход к войне внутри блока НАТО. Вспомните конец 2022, начало 2023 года. Все эти появляющиеся заявления, что в переговорах должны участвовать и представители России, что нужно учитывать ее мнение. Теперь одним из главных ньюсмейкеров по теме НАТО стал Эммануэль Макрон, президент Франции. Когда-то он выступал за диалог с Россией. Теперь же он пытается убедить союзников Украины, что надо прекратить публично говорить о том, какие ограничения союзники накладывают на Украину по части способов ведения войны. Что нужно, наоборот, подчеркивать, что сам блок НАТО не исключает какие-либо варианты развития событий, вплоть до посылки военных в Украину. Это вызывает беспокойство у таких лиц, как канцлер Германии Олаф Шольц и как президент США Джозеф Байден. Но в целом я вижу в этой попытке смены риторики позитивный тренд. Не нужно давать Владимиру Путину уверенность в том, что он стоит на ринге против соперника, у которого завязаны глаза и связаны руки. На этой неделе говорили также про то, как блок НАТО может попытаться обойти проблему США. Давайте назовем ее так. Как вы помните, в Конгрессе США застрял законопроект о выделении помощи Украине на сумму $60 миллиардов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают этой осенью, предложил европейским странам, членам НАТО, разработать 5-летнюю программу военной поддержки Украины на сумму в €100 миллиардов. Как он обозначил, чтобы устранить риски ветрополитических перемен. Имея в виду, конечно, вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа. На прошедшей встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО эту идею встретили относительно прохладно. Но тут важно понимать, что для принятия этих программ нужно согласие всех членов, включая, например, Венгрию.
Однако такие решения не принимаются быстро. Это дело долгих дискуссий и компромиссов. Если вспомнить ситуацию с выделением помощи на 50 миллиардов евро от Евросоюза, то там тоже Венгрия сначала блокировала решение. Однако спустя много раундов переговоров вопрос был решен, и помощь была выделена. Много шума наделало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек. Довольно сложно разбирать это заявление, учитывая, что он не объяснил, на чем он основывает эти слова. Сейчас в России идет весенний призыв на срочную службу. В прошлой сводке я вам уже говорил, что различные электронные реестры повесток, военнообязанных, пребывающих в запасе, еще не созданы. По-прежнему нет инфраструктуры, которая позволила бы вести параллельно и призыв на срочную службу, и мобилизацию. А весенний призыв закончится только 15 июля. Более того, мы помним, как в конце 2023 года украинские официальные лица предупреждали, что не позднее середины февраля 2024 года начнется вторая волна мобилизации. Много можно было слышать, что Россия проведет вторую волну мобилизации, потому что она готовит наступление на Харьков. Харьков вообще-то не маленький город. По словам его мэра Игоря Терехова, прямо сейчас в городе проживает 1 миллион 300 тысяч человек. Сравните это с Авдеевкой, чье довоенное население составляло чуть больше 30 тысяч человек. И при этом самая тяжелая часть боев за Авдеевку длилась более полугода. А захватывали ее силами подразделений 3 общевойсковых армий. Сравните это с Мариуполем, чье довоенное население составляло менее 500 000 человек. Мариуполь, к тому же, удалось довольно быстро окружить. Да и обороняли Мариуполь всего несколько тысяч человек. И все равно оборона города длилась более 2 месяцев. А Россия понесла крайне значительные потери среди морпехов и мобилизованных из ДНР. В текущих условиях окружение Харькова выглядит нереально. А без окружения средств и сил нужно на порядок больше. Да и потери будут катастрофическими. Да, теоретически Россия может остановить весенний призыв и начать мобилизацию. Но наступление подобного рода требует ведь не только людей, которых еще, кстати, надо обучать, но и техники. Насколько мы видим, сейчас темпы производства военной техники в России не позволяют одновременно и вести боевые действия в нынешнем темпе, и накапливать технику для будущих наступлений. Для обеспечения такой группировки техникой в достаточном количестве потребуются годы. В среду в уважаемом научном издании Communications Earth and Environment вышло большое исследование про Каховскую плотину. Над этим исследованием работали несколько авторов из разных стран, которые специализируются на работе с радиолокационными спутниковыми снимками. Чтобы вы понимали, радиолокационная съемка – это такая особая разновидность космической съемки, при которой для получения информации используется микроволновой диапазон, то есть излучение с длинами волн от 1 см до 1 метра. Спутник облучает земную поверхность и регистрирует отраженный обратный сигнал. Анализ таких снимков крайне сложен для непрофессионалов, поскольку они совсем не похожи на привычные вам фотоснимки. Зато такой метод работает в любое время суток и при любой облачности. Так вот, авторы исследования изучили радиолокационные снимки Каховской плотины за период с 2017 по 2023 год. Их научное исследование заключается в том, что они на конкретном примере решили показать, как такие радиолокационные снимки позволяют отслеживать и изучать состояние таких масштабных конструкций, как плотина. Они условно поделили плотину на несколько секций и определили, что уже с 2015 года у плотины виден тренд на деформацию. Некоторые из ее секций начали потихоньку смещаться. Но поскольку смещение было не такое большое, видимо, на проверках сотрудниками предприятия это прокатывало. Я попросил изучить эту статью тех гидроинженеров, с которыми моя команда работала летом 2023 года, когда, собственно, и произошло обрушение Каховской плотины. Уточню, что это профильные специалисты, я проверял их документы образования, у них диплом с отличием по специальности строительства гидротехнических сооружений высокой ответственности, то есть плотин.
Они сказали, что ту динамику деформаций, которая видна на опубликованных графиках с 2015 по 2017 год, еще, в принципе, можно как-то списать на ошибку наблюдений, связанную именно как раз со спутниковыми снимками. Но тот тренд, который виден с 2017 года, это уже опасные показатели, которые неминуемо ведут к катастрофе, если тренд сохраняется, а он сохранился, и не применяются срочные меры. В июне 2021 года динамика вертикальных перемещений ускоряется аж в 4 раза. Вертикальные деформации, которые видны на графике, это уже не напор воды, а состояние основания плотины Каховской ГЭС, которая, таким образом, вызывала вопросы еще до российского вторжения. В момент повышения уровня Каховского водохранилища в июне 2022 года, к слову, к этому моменту российские войска контролировали Каховскую ГЭС уже 4 месяца, просадочные деформации дополнились горизонтальными деформациями. То есть под нагрузкой плотина просто поплыла. Разрушение плотины в создавшихся условиях стало лишь вопросом времени. Для тех, кто не следил за деятельностью моей команды летом 2023 года, скажу, что мы тогда публиковали много материалов и исследований по обрушению Каховской плотины. Гидроинженеры, изучив совместно с нами спутниковые снимки за разное время, фото и видеосъемки, указали, что российские силы допустили серьезнейшую ошибку, открыв затворы сброса воды только с одной стороны плотины, то есть открыв ее несимметрично. Более того, они оставили плотину в таком положении на 8 месяцев. Плотина – это очень сложная конструкция, в которой есть ряд специальных компонентов, например, таких как водобойный колодец, резберма, которые должны гасить гидравлический прыжок, то есть энергию сбрасываемой воды, чтобы не допустить размыва основания плотины. Если же вы эксплуатируете плотину неправильно, то эти компоненты не работают как надо, и сбрасываемая вода может размыть, то есть разрушить плотину. Фактически, своей преступной халатностью российские силы еще больше подтолкнули плотину к тому, чтобы она скорее разрушилась. Отдельно отмечу, что авторы исследования из журнала Communications Earth and Environment специально подчеркивают, что изученные ими данные не могут на 100% опровергнуть теорию с намеренным взрывом плотины. Эти события могли совпасть. Однако они осторожно склоняются к тому, что более вероятная версия команды Conflict Intelligence Team, что неправильная эксплуатация плотины и отсутствие надлежащего надзора привели к катастрофе. И все это происходит на фоне новостей из Орска, Оренбургской области, где прорвало дамбу. И хотя пока какие-либо выводы делать рано, прокуратура области уже указывает, что дамба эксплуатировалась с нарушениями и не принимались все меры к их устранению. Похоже, страна-наследник Советского Союза не сделала выводов из Чернобыльской аварии. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.